Ворон стучал в окно каждое утро, методично и настойчиво, словно взыскательный кредитор. На 10-й день Егор Матвеевич, 50-летний лесник с лицом, напоминающим потрескавшуюся кору старой лиственницы, понял — это не просто птичья прихоть, это был призыв. Все началось с того самого утра, когда резкий рваный хруст снега заставил Егора замереть на месте. Звук был неправильным, нелестным. Это не был треск ветки под собственной тяжестью или легкий шорох лисьих лап. Это был звук живой плоти, отчаянно бьющийся о ледяной наст. Егор медленно повернул голову. В 20 шагах на ослепительной белизне речной поймы билось черное пятно. Сначала он принял его за подраненного глухаря, но тело было слишком крупным. Оно дернулось в последний раз и затихло. Лесник снял с плеча старенькую двустволку. Снег под валенками скрипел так оглушительно, что казалось, будто ломаются кости самой земли. Подойдя ближе, он увидел ворона. Огромный с сине-черным отливом пера, он лежал на боку, неестественно вывернув крыло. Из-под перьев на девственный снег натекла крошечная, почти замерзшая капля крови. Но самое жуткое было в его взгляде. Один единственный глаз, черный, как капля смолы, смотрел на человека, не мигая, без тени животного страха, но с каким-то осмысленным, почти человеческим ожиданием. Егор присел на корточки, выдыхая густые клубы пара. Тайга не терпит сентиментов, и Егор, будучи человеком практичным, знал: раненый зверь — это либо еда, либо угроза. Но в этом взгляде не было мольбы, в нем была гордость. Лесник осторожно протянул руку в толстой рукавице. Ворон не шелохнулся. Кость крыла торчала под уродливым углом, след дроби. Браконьеры. Они начали шастать в этих краях все чаще, оставляя после себя селки и следы снегоходов. «Ну и чего уставился?» — пробурчал Егор в пустоту. «Сдохнешь ведь тут, а так хоть в тепле». Он аккуратно подхватил тяжелое птичье тело. Ворон лишь раз тихо каркнул, словно прочистил горло, и доверился человеку. В избе Егора пахло смолой, дымом и старым одиночеством. На столе в потрескавшейся рамке стояла единственная фотография — улыбающаяся женщина и девочка с косичками. Лесник никогда не смотрел на нее долго, но и убрать не мог. Он достал аптечку, шину и бинты. «Терпи, черныш, будет больно», — предупредил он гостя. Егор работал быстро. Когда он вправлял кость, ворон сжимал клюв до скрипа, его тело каменело от напряжения, но он не издал ни звука. Прошло 3 дня. Егор дал птице кличку Граф за его аристократическую невозмутимость. Граф уже не лежал у печки, а ковылял по избе, изучая каждый угол, но всегда держа дистанцию ровно в 2 метра. На 4-е утро начались странности. Егор проснулся от стука по стеклу. Граф стоял на подоконнике и бил клювом по замерзшему стеклу. На подоконнике снаружи лежал осколок зеленого бутылочного стекла. Егор выбросил его, решив, что это случайность. Но на 5-е утро там лежал ржавый гвоздь, на 6-е — гладкая белая галька. Это был ритуал. Птица благодарила его, принося самые красивые, по ее мнению, вещи: сплющенную гильзу, пуговицу, кусок слюды. Егор начал ждать этого утреннего стука. Это был его единственный живой диалог в мире молчания. Он рассказывал графу о погоде, о следах росомахи, о старой барахлящей рации. Ворон слушал, наклонив голову, и, казалось, понимал каждое слово. 10-е утро все изменило. Стук был яростным. Граф бился в окно, издавая гортанные звуки. Когда Егор открыл форточку, на подоконнике лежал не мусор. Это был тускло-желтый камешек неправильной формы. Он не блестел, он светился изнутри тяжелым маслянистым светом. Руки Егора задрожали.
В Ленском районе он слышал сотни историй, он знал, как выглядит самородное золото. Камень пулей ушел на дно кружки с водой, издав глухой металлический звук. Нож оставил на нем мягкую вязкую царапину. Это было чистейшее речное золото. Ночь Егор провел в лихорадочном тумане. Богатство — слово, которое он давно забыл, заменив его выживанием. Здесь оно не стоило и ржавого гвоздя, но там за сотни километров оно могло вернуть его к жизни, к тем людям на фотографии. Утром решение было принято. Сборы были недолгими: лыжи, ружье, термос и кусок сала. Граф летел впереди короткими перелетами, указывая путь. Он вел Егора не по прямой, а петлял, огибая овраги и буреломы, выбирая тропы, известные только птицам. В это же время в 10 километрах к востоку в грязной палатке сидели двое: бык, огромный и злой, и лис, худой и хитрый. Их снегоход Буран. Кот Буран стоял рядом. Они 3 недели промывали шурфы у старого ручья, но удача их не баловала. «Пусто!» — рычал бык. «Этот старик нас надул». «А помнишь того ворона, которого ты подстрелил неделю назад?» — спросил лис. «Он летел с запада, от Витима, там еще один ручей впадает. Птица всегда летит к гнезду или к тому, что охраняет. И я видел там свежую лыжню. Лесник с кордона там что-то ищет». Тем временем Егор и граф вышли к ручью. Ворон сел на поваленную сосну и трижды каркнул, а затем начал бить клювом по льду там, где из воды торчали валуны. Егор взялся за топор. Лед был толстым, но упрямство лесника было сильнее. Когда панцирь проруби был пробит, Егор погрузил руку в ледяную воду. Пальцы мгновенно занемели, но в первой же пригоршне донного грунта среди темного песка тускло заблестели желтые крупинки. Это был карман. Это был карман. Место, где река годами скапливала драгоценный металл. К вечеру Егор выбился из сил, но в его кожаном кисете лежала увесистая горка золотого песка и несколько самородков. Обратный путь был тяжелым. Тело ныло, а чувство тревоги нарастало. Вернувшись, Егор спрятал золото под половицу. Ночью он проснулся от предчувствия беды. Утром, выйдя на крыльцо, он увидел следы, четкий рисунок гусениц Бурана. Бандиты были здесь. Они видели его вчерашний путь. Я тебе говорю, он там что-то нашел. Лис тыкал пальцем в карту. Мы не пойдем в лоб, он вояка, у него ружье. Пойдем по его следу, а когда найдем место, лесник нам станет не нужен. Егор работал на ручье уже час, когда граф, сидевший на вершине лиственницы, превратился в черный колючий шар и издал резкий крик тревоги. Через минуту донесся рокот мотора. Паника на секунду сковала Егора. Бежать? Они на снегоходе догонят за 10 минут. Он начал лихорадочно забрасывать прорубь снегом и ветками, стараясь скрыть следы работы, и бросился в густой ельник. Лис и бык приехали через 5 минут. Лис сразу заметил потрескавшийся лед. Он зачерпнул горсть песка и усмехнулся. Золото. Старик ушел только что. Но он вернется в свою берлогу, там и возьмем все сразу. Вечером Егор забаррикадировал дверь избы столом. У него был сеанс связи, диспетчер Анна предупредила. «Егор Матвеевич, на вас идет пурга, сильная. И будьте осторожнее, тут слухи ходят о темных личностях в вашем районе». Он хотел ответить, но в дверь раздался оглушительный удар. «Хозяин, открывай, орал бык. «Мы знаем, что у тебя есть». Егор выключил рацию. Комната погрузилась в тишину. «Лесник, давай поговорим», — вкратчиво сказал лис. «Отдай золото и живи. У тебя минута». Минута тянулась в вечность. Граф бесшумно перелетал с окна на окно, работая живым радаром. Внезапно изба содрогнулась, бандиты начали бить в дверь бревном. Егор вылил 2 ведра воды прямо под дверь,
и на крыльцо сквозь щели. На 30-градусном морозе крыльцо превратилось в зеркальный каток. Следующий удар бревна закончился криками и матом. Лис и бык поскользнулись и рухнули, выронив таран. Но лис был хитер. Через 10 минут Егор почувствовал запах дыма. Но это не был запах дров. Бандиты развели костер из мокрого лапника и гнилых тряпок под стеной избы. Черный удушливый дым начал просачиваться сквозь щели сруба. Они решили выкурить его, как зверя. Кашель разрывал грудь Егора. Он припал к полу. Граф отчаянно закаркал и начал клювом раскачивать старую керосиновую лампу над ворохом сухих стружек. Егор понял, птица подсказывает маневр. Он подполз к печи, бросил в нее промасленные тряпки и из трубы повалил такой густой черный дым, что снаружи показалось бы, изба горит. Пока бандиты радовались пожару, Егор рванул кольцо погреба. Там был узкий вентиляционный лаз, выходящий за поленницей. Он схватил ружье, золото и нырнул в темноту. Выбравшись наружу, он увидел лиса и быка, стоящих у крыльца. Он мог бы выстрелить, но небо стало свинцовым. Началась пурга. Внезапно со стороны ручья донесся пронзительный нечеловеческий крик боли. Лис дернулся. Бык ушел туда проверить прорубь, и лед, подмытый течением и разбитый топором Егора, не выдержал. Лис оказался перед выбором: золото в горящей избе или напарник и снегоход. Паника победила. Он бросился к бурану, но Егор уже успел перерубить топором рулевую тягу. Снегоход был бесполезен. Лис, поняв, что он заперт в лесу в начале смертельной бури, в ужасе побежал в сторону леса. Пурга белым саваном накрыла тайгу. Егор нашел убежище под огромным вывороченным корнем сосны. Он рыл снег, строя укрытие. Внутри снежной пещеры, в тесноте и тишине, он прижал к себе графа. Два живых существа делили тепло, пока снаружи бесновался ледяной монстр. Когда через сутки Егор выбрался наружу, мир был ослепительно белым и чистым. Он пошел к ручью. Из черной полыньи торчала одна единственная рука в меховой рукавице, вмерзшая в лед. Бык нашел здесь свою могилу. Снегоход лиса был полностью погребен под снегом, а рядом торчал приклад винтовки. Лис не ушел далеко. Тайга забрала его, не прощая ошибок. Егор вернулся в избу. Золото было на месте. Он смотрел на фотографию жены и дочери и знал, теперь он вернется. Прошла зима. Весной, когда реки взломали лед, Егор Матвеевич уходил с кордона. За спиной был тяжелый рюкзак, на плече сидел граф, чье крыло полностью зажило. «Я ухожу, Аня», — сказал он в рацию. «Еду в город». «Совсем». Ворон сорвался с его плеча, сделал прощальный круг над пустой избой и полетел вперед, указывая путь к новой жизни. Егор шел по раскисшей тропе, и впервые за много лет в его глазах не было холода. Он нес золото, выкупленное у смерти, и веру, подаренную черным аристократам тайги.